Внимание, распаковка. В общем, понадобился мне на необитаемом острове водопровод. И вот что я придумал. Потому что нужна вода питьевая, а водопровода нет. Но я заказал вот такую систему обратного осмоса. И что я думаю? Взять 2 баклажки, вот у меня есть 19-литровые. И, подключить систему вот этого обратного осмоса, она идет с мотором. И одну баклагу я буду использовать для воды, которая чистая, с-под крана, которую нужно будет дофильтровывать. А вторую для промывочной воды, которая сбрасывается в канализацию. В общем, сейчас я это все соберу и посмотрим, как оно будет работать. Это самая дешевая система с мотором. Где-то 7400 она мне обошлась, по акции была. Тут у нас входит в комплект 3 колбы. Первичная очистка, угольный фильтр и тонкая очистка. Тут сколько? 5 микрон или 1 микрон можно поставить. Потом у нас идет сама мембрана, осмос, насос. Маленький насос, первый раз такой вижу. Потом клапана. И здесь у нас минерализатор и фильтр тонкой очистки. Насосик маленький. 24 вольта. 0,7 ампера. Предыдущая у меня система была, там поболее такой насос. Это ограничитель потока. Вот это по этой трубке вода сбрасывается в канализацию, чтобы она самотеком все не стекала. А поток ограничивается. Создается сопротивление, чтобы вода давила через осмос и попадала в накопительный бак. Вот бак накопительный. Сейчас мы его тоже откроем, посмотрим. Включается это все просто в розетку. Колпачки какие-то, не знаю для чего. Сейчас разберемся. Вот у нас еще коробка в комплекте. Здесь у нас 2 ключика. Этот для мембраны осмос менять, это ключик менять фильтра, раскручивать. Потом у нас идут трубки по цветам. Так как красная в канализацию, вот здесь кусок красной трубы, синяя это скорее всего подача будет, и зеленая это на краник уже очищенная вода. Потом кран. Маленький кран у нас идет. Здесь один кран под минерализованную воду, второй просто под очищенную. Двойной краник идет. Вот такой вот комплект. Также это на канализационную трубу устанавливается. Просверливается отверстие в канализационной трубе. Хомутом так притягивается и сюда вставляется красная трубка. Шурупчики для крепления и зажимы, которые фиксируют трубку в фитингах. Потом на водопроводный кран тоже ответвление идет. Холодная вода и ответвление под осмос. Инструкция. Инструкция есть. Все показано схематически, как подключать. И сейчас откроем накопитель также. Накопитель. Ага, это дно. Но зато мы его вот так вытащим. Опа. Пластмассовый. Самая дешевая модель идет с пластиковым. У меня до этого был металлический. Скорее всего, с нержавейки бочонок. Это для воздуха сюда. Можно подкачать давление, если упадет, чтобы резиновая мембрана выдавливала воду через кран. Ну и сюда также подключается в накопитель зеленый шланг. В общем, вот так. Сейчас будем собирать. Вот еще не заметил, в комплекте идет кран. Если нужно сделать ревизию, заменить фильтра, то перекрываем вот этот кран, чтобы вода отсюда не вытекала, которая в накопителе есть.
Кран перекрываем, воду входную перекрываем, и тогда можно раскручивать, разбирать, менять фильтра. Вот. Ключей никаких не надо, рукой тут закрутили. Вот так. И все. Подключаем трубки. Вот у нас вход на фильтр, кстати, 5 микрон и 1 микрон. Вот на первый фильтр у нас идет подача. Здесь стоит заглушка. Вынимаем вот эту скобочку. Кстати, нету ключика, который поджимал бы вот эти давления. Вынимаем заглушку, вставляем синюю трубку. Но получается, я смотрю, что выход у нас выхода 2 идет на воду, на минерализованную и не минерализованную. Но трубка зеленая у нас одна. И я думаю, что кусок синий нужно будет отрезать и параллельно с зеленой пустить, потому что синяя длинная, а зеленая короткая. Вот эта подача, я потом по размеру уже отрежу. Это идет на подачу через насос в мембрану. Вот это у нас выход. Так же само убираем заглушечку. Тут у нас идет красная трубка на сброс. Это вода сбрасывается, которая мембрану промывает, отработанная грязная вода. Подключили. Теперь смотрим, что у нас дальше. У нас осталось 3 выхода. Здесь я смотрю, что нужно будет подключить к одному из выходов накопитель. Потом идет грубая чистка, выход на кран, который не минерализированная вода, и выход на кран с минерализированной воды. Давайте его подключим. Сюда подключается зеленая шланга. Трубка, вернее, не шланга. Фиксируем. Здесь одевается уже в конце, когда будет установлен кран. Я подумаю, куда его ставить, потому что умывальника нету. Здесь вот сюда одевается. Одевается с помощью сгонов обычные для трубок. То есть можно с помощью них трубки удлинять. И также у нас одевается сюда. Можно соединять трубку с краном с помощью вот этих вот сгонов. Кстати, я сначала рассказываю, а потом инструкцию смотрю. Здесь зеленая трубка идет на подключение воды, а синяя уже режется на кусочки для всего остального подключения. Но я думаю, я оставлю вот так, чтобы потом, когда 2 трубки идут на кран, чтобы знать, какая будет минерализированная, а какая будет синяя обычная, зеленая минерализированная. Будет отличаться. А вход просто будет синий и все. Остаток сделаю вот так. Потому что тут еще на рисунке есть белая трубка, но ее в комплекте белой нет. Поэтому сделаю уже как я захотел. Чикаем кусок синей трубки, чтобы соединить бачок с вот этим выходом. Отсюда будет набираться бачок. Ну, так, я думаю, достаточно. Подключаем. А здесь вместо заглушки. Заглушку вынимаем. Собираем. Бак перекрываем, потому что перед первым использованием нужно будет еще открутить трубку. Потому что нужно будет промыть вот эти фильтра. Тут угольный фильтр, вода будет мутная. Нужно будет для начала мы отсоединим. Если бы это водопроводная система была, то мы просто подсоединили с этой стороны, и вода под давлением, которое идет с крана, она промыла фильтра и слилась. Но так как у меня идет с бутылки, то я
перед осмосом вот здесь рассоединю, и насос будет выкачивать и сливать. Нам нужно добиться чистой воды, чтобы фильтра, вот эта угольная пыль, она промылась и не попала в осмос. Поэтому мы вот здесь вот отсоединим и сольем вот эту мутную воду. А потом уже чистую будем подавать на осмос. И так же само нам нужно будет промыть осмос, вот этот минерализатор. Потом набрать полный бачок воды, как в инструкции написано. То есть оно накачает полный бак, и мы эту воду сольем. Как раз можно будет замерить, сколько воды очищено идет и сколько в дренаж сливается. Как раз замеряем, какой процент выхода чистой воды. Минерализированную воду я подключу на длинный конец. Вот после минерализатора у меня зеленая шланга. Возьму вот этот сгончик, сюда одену. Сюда одену. А сюда синяя трубочка будет. Это до минерализатора. Это для готовки. Там в кастрюлю воды набрать. В общем, будет у меня короткий. Вот эта лицевая сторона. Вот так вот будет. Очищенная и для готовки. Вот остаток синей трубки я подключаю сюда. Перед минерализатором подключается. Одеваю сгон и одеваю на кран. И в комплекте у нас вот эти синие скобочки. Мы их одеваем. Сейчас я промываю вот эти фильтра первичной очистки. Баклага вот одна, с которой я беру воду, и сливаю во вторую. Сейчас насос не гудит, потому что, смотрите, здесь есть датчик давления. Когда водопроводной воды нету, он отключает систему, чтобы насос в холостую не работал. Я этот датчик вот отсоединил, вот две клеммы от него. Чтобы запустить принудительно, вручную, то мы просто эти две клеммы между собой соединяем. И насос включается. Вот он качает. Это уже вода промывочная, которая после 3 фильтров. Там надо промыть угольный фильтр, чтобы черная вода, вот эта с мелким углем, не попала в осмос. Вот сейчас я этим и занимаюсь. То есть я просто вот эти две клеммы между собой соединяю. И система работает без датчика давления. Так, и показываю результат. Вот эта бочка наполнилась полностью. Здесь где-то 5 литров получается очищенной воды. Вот, мы включаем краник, вода побежала. Это просто стерильная, которая чистая. Это с минерализатором. Вот она даже еще мутная бежит, потому что я еще не пользовался. Получается, в чем прикол? Если с одной бочки брать синяя шланга и переливать другую, то чтобы наполнить вот этот бочонок, вот этот, то уходит где-то полторы баклаги, где-то 30 литров. Это очень большой расход. Я думаю, из-за того, что мощности насоса недостаточно, потому что нету входного давления, оно тянет, получается, сам насос, и недостаточно ему производительности, поэтому большой перерасход воды. Я сделал вот так. 2 трубки в одну кинул, снизу берет, сверху заливает. И вот так вот у меня оно выкачало, нафильтровало. И я потом просто заменю воду. В принципе, теперь уже можно и использовать 2 баклаги. С одной берем, другую переливаем, так как заново не нужно наполнять вот этот весь объем, а просто он докачивает до нужного давления, то есть добавляет. И тогда не нужно будет вот эту всю баклагу переливать в другой бутыль. В общем, вот так вот эту даже систему можно оставить, потому что и вода не закончится никогда, потому что есть обратка. В общем, я думаю, она просто чуть-чуть засолится, и я ее поменяю. В принципе, вот так можно организовать чистую воду на даче, если у вас там нет скважины, водопровода.
просто взяли вот эти, привезли с собой баклаги или где-то там набрали в колодце, и вам будет очищенная питьевая вода с осмоса вообще без проблем. Главное, чтобы было электричество для насоса. Ну, даже если электричества нет, 24 вольта питания, можно взять солнечную панельку.